тебе говорю, он не доплатил. Все довольно Я тебе говорю. И отказываюсь работать за бесплатно. Слушай сюда. А как ты думаешь, кого сегодня прикажет зажарить босс? А мне какая разница? Лишь бы злато заплатили и делать с концом. Молчи, вон босс идет. Господа, прошу меня выслушать. Сегодня на ваших плечах лежит одна задача. Мне надо, чтобы вы отправили на тот свет одного старика. Старика? Будет сделано, босс. Срочные новости! Умер 95-летний Михаил Базлоев. На расследование его смерти отправлен великий детектив Андреев из Томского федерального бюро. Я ничего не понимаю! Зачем такого великого детектива заставляют расследовать смерть какого-то простого старика? Молчи, болван. Это не просто старик, а миллиардер, который владеет множеством поселков. Семен, я тут провел проверочку. И что нашел? На первый взгляд, кажется, здесь есть отпечатки от 2 лиц. Ты можешь прислать мне экспертов для уточнения? Спасибо. Да. Мы смогли опознать 2 отпечатка. Первый принадлежит самому Михаилу, Разумеется. а второй принадлежит Татьяне Васильевой. А кто это такая? Татьяна Васильева, бывшая жена Михаила, 1997 по 2006 год. Она развелась с ним по неизвестным причинам, а остальная информация о ней и вовсе отсутствует, как будто ее совсем нет. И где она сейчас? Мы не знаем. В таком случае нужно еще ее поискать. Что вы здесь делаете? Меня зовут Татьяна. Я бывшая жена Михаила. А как вы здесь оказались? Я ничего не знаю, ничего не понимаю уже. Давайте я вам помогу. А теперь раскройте подробнее, что же все-таки случилось. Мой бывший муж очень хороший человек был. Добрый, внимательный. В определенный момент он начал не то что-то делать плохое, он стал манипулировать людьми. Это не понравилось определенной группе людей, которые называли себя «Правильная земля». Они начали копать под него, как они говорили, пытаясь вывести на чистую воду. Они подали в суд, начались суды, разборки, дебаты. Я устала от этого, устала и подала на развод. Как вы здесь оказались? Мне позвонил Михаил и сказал, что надо срочно приехать.
Зачем, я не знаю. Я приехала. А что вы можете рассказать о группе «Правильная земля»? Все, что я знаю от Михаила. Я больше ничего не знаю. Это люди, которые считают себя очень правильными. Но что они делают, я не знаю. Я так любила Михаила. Теперь я не знаю, что делать мне. Хорошо, спасибо. Вы нам очень помогли. Так, забираю тело. Все файлы и документы, касающиеся Михаила. Понял? Понял. Да, Семен. Плохие новости. В морг пробрались бандиты и похитили тело Михаила и все другие документы. До того, как мы смогли провести вскрытие. Но я же говорил, надо обезопасить ситуацию. А теперь из-за вашей глупости мы потеряли самую главную нить. Семен, это я. А ты можешь найти данные по Юлии Анатольевне? Я удовлетворен тем, что вы доставили тело Михаила. Теперь мы можем продолжать операцию. Один детектив нашел зацепку, которую я, к сожалению, упустил. Уничтожьте детектива и зацепку. Будет сделано, босс. Вы Юлия Анатольевна? Да, а вы кто? Я детектив Андреев из Томского федерального бюро. Налить вам чаю или там мохито? Нет, спасибо. Садитесь. Вы вторая жена Михаила? Да. Могу я задать несколько вопросов? Да, конечно. Почему вы развелись с Михаилом? Дело в том, что он слишком много времени стал уделять своей работе. Постоянно мотался по каким-то судам, постоянно контратаковал своих хейтеров. Мне стало казаться, что деньги для него важнее меня. Я вышла за него замуж из-за его пожилого возраста. В отличие от моих ровесников, старики, такие как он, мало времени уделяют работе. Поначалу так и было, пока не вступила группа... «Правильная земля»? Да, они стали обвинять его в ужасных поступках, манипулировали уликами. Он стал злым, нетерпеливым, постоянно оставался в офисе, не приходил домой. Я чувствовала себя рабыней. Я ушла. А как вы считаете, «Правильная земля» мирная группа или они могут совершить убийство? На этой неделе мне поступало много звонков. Они хоть говорили ласково, но я чувствовала угрозы. А у вас остались номера телефонов на вашем телефоне? Остались, но я не рекомендую вам звонить. Я попробую. Женщина, я же предупреждал тебя, что если ты еще раз позвонишь нашей организации, появится еще один посетитель царства Аида. Так они предупреждали вас, что они кого-то могут убить? Почему вы ничего не сказали? Да я забыла! Из-за вашей забывчивости убили человека. Рассказывайте все, что знаете. Хорошо, я расскажу вам все. Правда в том, что я вышла замуж за Михаила из-за денег. Но когда я поняла, что останусь ни с чем, я решила найти компромат на него, чтобы высветить его в дурном свете. Но ничего не нашла. Потом я узнала, что существует такая группа «Правильная земля». С ними хотела договориться, но они мне все отказали и начали угрожать. Тогда я бросила Михаила и уехала. А вам не стыдно перед убитым человеком, которого вы обвинили ради денег? Ничуть, как вы можете такое говорить?
Мне не стыдно перед тем, кого я не уважаю. И вообще, мы, женщина, не ваши рабыни, и не должны стыдиться этого. Я вас понял. Семен, узнай, пожалуйста, все, что у нас есть по группе «Правильная земля». Это группа по разной помощи. Они владеют больницами, детдомами и произносят речи о спасении океана. А можно как-то связаться с этой группой? Похоже, нет. Члены группы анонимы. Хотя подожди. Один человек нам известен. Это Эдуард Хряпа, бывший доктор. Где живет? У него квартира недалеко от магазина «Абрикос». Я могу вам чем-нибудь помочь? Я детектив Андреев. Вы член группы «Правильная земля»? Более чем. Я ее основатель. Успокойся. Расскажи все, что ты знаешь. Михаил попросил денег у нашей организации, но он использовал их в корыстных целях. Узнав это, мы организовали расследование. И что же вы узнали? Михаил был вредным стариком. Спасибо. Вы нам очень помогли. Hasta la vista, señora. Hasta la vista, señora. Парни, это и есть детектив, начинайте расстрел. Да. Стойте! Он нам нужен живым. Детектив Андреев, я полагаю. А вы кто такой? Думаю, это очевидно. Я заказчик убийства Михаила. Но вы не член группы «Правильная земля». Правильная земля ничуть не желала смерти Михаила. Я направлял вас по ложному следу. Ну почему тогда вы решили оставить меня в живых? Мы можем помочь друг другу. Покиньте нас! Михаил? Но вы должны же быть мертвы. Нет. Я мертв для неопытных сыщиков, принявших человека, который принял невероятно крепкое вещество за труп. А вскрытие? Да, именно поэтому мое тело было похищено. Мои парни сделали это, но они не могли знать, что Михаил босс, потому что они очень ненадежные. Похищая тело, они полагали, что это для того, чтобы стереть все следы. Я спланировал все идеально. Дал парням пушку с резиновыми пулями, которые растворились в воздухе, даже не ударив по моему телу. Я упал на пол, ничуть не поранившись. Позвонил парням и сообщил им время и место, откуда нужно было забрать труп до вскрытия. Затем наклеил очень тонкую маску с поддельными ранами на лицо. И выпил 4 стакана жидкости, погрузившей меня в летаргический сон. На точный промежуток времени, идеально имитирующий мою собственную смерть. Когда парни привезли мое тело на базу, я как раз проснулся. Подождал, пока они принесут меня в кабинет босса, и дождался, когда они закроют дверь. Затем быстро переоделся в одежду босса и дал им команду зайти в кабинет, чтобы поблагодарить за доставку тела Михаила. Вы хорошо все спланировали, у вас хорошо все получилось. Но зачем? Я уже много лет работаю. И чем я зарабатываю? Как вы думаете? Думаете, книгами? Глупость. Фильмами? Никогда не заработаешь. Шантажом, взятками, убийствами, отправляя десятки тысяч не в детдома, а самому себе на 1000 замаскированных аккаунтов. Но одна группа людей
следящая за справедливостью на земле, начала замечать подвох. Они начали следить за мной, выискивать, вынюхивать. И мне пришлось действовать. Я убил самого себя, чтобы навсегда закрыть это дело. Но зачем вы все это мне рассказываете? Да потому что мне нужна ваша помощь, чтобы начать жизнь с чистого листа в Чили. Только вы можете мне помочь перейти границу и перевоплотиться, и начать жизнь снова. И на что вы надеетесь? Прошу вас, я больше жить так не могу. Постоянно волноваться – яд для хорошей жизни. Побейте его, помучайте, но не убивайте. Машины зайдутся через 10 минут. Нам отправляться за ним? Это бесполезно. К тому времени он уже все расскажет. Планы раскрыты. И что нам делать? Сдаваться. Больше ничего не остается. Тогда оплатите нам нашу работу. Не могу. Кончились мои деньги. Срочные новости. По словам Томского федерального бюро, Михаил Базлоев жив и сам подстроил свою смерть, чтобы скрыть все свои тайны.